Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы с вами будем разговаривать касательно Орфа, как его победить в соло и как это сделать без инженеров. И, друзья, на этом еще можно, конечно же, заработать немалые деньги. А обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. И если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. И напишите в чате, как вам починенные тени от фронтиров. Сподвигло записать данное видео достаточно большое количество факторов. Во-первых, его не было. Во-вторых, новость в Галнете. И похоже, что главную роль в прощупывании уязвимости системы перед вторжением играют корабли типа Орф. Точный механизм того, как они это делают, мы пока достоверно не изучили. Но похоже, что Орфы собирают ключевые логистические данные о цели экспансии. Торговецкие корабли во время вторжения явно знают, в какой именно точке нужно выходить из гиперпространства для атаки местных портов и средств обороны. Поэтому уничтожение Орфов может быть ключевым элементом плана защиты систем, где обнаружено присутствие торгоидов. Для привлечения боевых пилотов системы с присутствием торгоидов были повышены выплаты по боевым облигациям за корабли типа Орф. И платят, я вам так скажу, достаточно порядочно за его уничтожение. 40 миллионов. Правда, до нерфа выплат по торгоидам за него платили 50, после нерфа 25, а теперь 40. То есть шил на мыло. Орфы у нас присутствуют в системах с присутствием торгоидов в четвертых нечеловеческих сигналах. А теперь давайте перейдем к построению фиту для этого дела, потому что когда он только лишь появился, разбираться с ним было довольно неудобно. Много различных моментов, о которых я расскажу дальше в плане неудобности. Но теперь, имея некоторые модули и новые возможности, мы можем это сделать. И даже без инженеров. Начнем с дополнительного оборудования. В принципе, вы можете забить на усилители корпуса, но лучше их поставить, будет спокойнее. Инженеры не обязательно, дальше поймете почему. А вот это обязательно. Стабилизатор экспериментального вооружения. Его можно будет найти на спасательных мегашипах. Набор усиления модуля, в принципе, тоже не обязательно, потому что по нам урона там практически не проходит. Дополнительное оборудование. Силовая установка, чтобы просто у вас все это дело влезло. В идеале, конечно, ставить даже не бронированную силовую, а силовую с пониженной температурой, которая у нас с малым излучением. Так будет гораздо лучше. Потому что, когда вас палит торгоид, начинается самое веселье. Маневровые двигатели по барабану. Нам нужна скорость примерно 150 метров в секунду, чтобы догнать торгоида. Рамочно-сместительный, вот тут в принципе лучше иметь заинженеренный вариант, потому что вам придется прыгать рядом с торгоидским вихрем. Сразу вы Орфа не найдете. У вас на это может уйти довольно порядочное количество времени. Система жизнеобеспечения по барабану. Ставьте обычную 4D. Распределитель, учитывая специфику вооружения, которое мы будем ставить, максимальный супер прокачанный вариант с инженерами не нужен. Обычный, в данном случае 7А класс, будет вполне достаточно. И сенсоры 6D. Но сенсоры А класса нам тут не нужны. Теплоотводная катапульта. Лучше, конечно, поставить побольше, чтобы можно было фармить подольше. Но можно и поставить одну, причем обычную. Не обязательно ставить на 5 единиц теплоотводов. Антикоррозийная катапульта по желанию. Вы можете вляпаться в коррозию, которая будет хвостом идти за торгоидом. Но не забывайте то, что вы можете прогреть корабль, избавиться от коррозии и после кинуть теплоотвод. Улучшенный ксеносканер тоже по желанию, если просто будете фармить торгоидские данные, сканируя корабль. Это вообще не обязательно. Нейтрализатор отключающего поля обязателен. Без него будет, очень тяжело. Вы можете не успеть. Из этого у нас следует то, что нам нужно просто теплоотводные катапульты в максимальном количестве и нейтрализатор отключающего поля одна штука. Антикоррозийка и ксеносканер по желанию. С вооружением все веселее. Мы можем поставить вооружение стражей, но волна, которую спускает торгоид, вырубает вам эти пушки. Так же, как и волна на супероружии Protoss Wave, когда его захватили торгоиды. Поэтому мы используем обычное человеческое вооружение, но необычное. В моем случае улучшенный блок АИ-ракет. Они в свободной продаже находятся на спасательных мегашипах. Почему именно ракеты? Сейчас поясню. Сравним два корабля. Фердиланс и Крайтом К2. У Фердиланса 4 двойки и 1 четверка. Из антиинопланетного вооружения мы можем ставить лишь тройки и двойки. У Крайта это будет 3 тройки и 2 двойки.
Здесь 4 двойки и 1 тройка. Урона у Крайта будет больше при условии, если это будут многостволки эти инопланетные. Но если это ракеты, все будет немножко по-другому. Точнее, в случае Крайта и Фердиланса урон будет одинаковый. Вот в чем прикол. От размерности ракетных установок не меняется количество урона, которое они наносят. Изменяется лишь только количество боезапаса. Обратите внимание, урон в секунду 16, урон 32. Здесь то же самое. Просто разный боекомплект. 8 в обойме, 64 в запасе. 12 в обойме, 128 в запасе. Поэтому берем именно блок АИ ракет, улучшенный. Обычный нет. 4 штуки не справятся. Проверял на стриме. 5 справляются. В плане выбора кораблей вы можете полететь на Фердилансе и спокойно этим заниматься, но его маневренность и скорость нам не нужна. И у него есть одна проблема. Даже две. Маленький топливный бак и маленький прыжок. Учитывая то, что нужно будет летать между системами, это плохой вариант. Идеальные варианты, как по мне, это Крайт МК-2 и Питон. Большие корабли здесь не нужны. Средние справляются. Но при всем желании вы, конечно, можете взять анаконду и поставить на нее, скажем, 6 таких блоков ракет. И да, у анаконды тоже будет удобоваримый прыжок. У корвета будет меньше, у катера будет меньше, у Т-50 тоже будет меньше. Поэтому Крайт, Питон, анаконда, но на крайняк ганшип. Фантом нам не подходит, у него 2 тройки, 2 двойки, он не справится. У Фаса та же самая история, 2 тройки, 2 двойки, он не справится. У всеми любимого Чифтейна проблема примерно такая же. Тут 2 тройки, 1 двойка и 3 единицы. Сюда вообще только 3 такие пушки влезут. Ну-с, и отправляемся на поиски. Поиски могут длиться как 10 минут, так и, как мне писали некоторые люди в чате, 4 часа. Не знаю, правда-неправда, но я нашел его примерно минут за 40. И да, если что, спасательные мегашипы отмечаются вот таким вот значком на карте. Из-за вот таких вот моментов брать большие корабли я вам не рекомендую. На них убежать от торгоидов, когда они вас перехватят, гораздо сложнее, нежели на том же самом Крайте. Я сейчас просто-напросто сделаю буст в направление, куда я прыгал. Все. У меня скорость получается 500, там почти 30 метров в секунду, как у Василиска. И он, по идее, не догонит. Искал, наверное, минут 15, и пролетел я следующее количество систем. 1, 2, 3, 4, 5. И вот мой авик. Чтобы у вас не было там заблуждений, что вы сразу найдете этот сигнал в такой системе. Сразу покажу, сколько у меня денег в транзакциях, это важно. Прилетаем и видим следующее, ничего. И стоим, ждем какое-то время. Обычно не очень долго. Пока выпускаем орудийные гнезда и морально готовимся к тому, что нам нужно будет делать. Можно даже чуть подвинуться вперед. Вот, собственно, наш торгоид. И вот тот самый коррозийный след за ним. Подлетаем ближе. Теплоотвод, чтобы он нас не спалил раньше времени. И готовьтесь сразу пожимать нейтрализатор отключающей волны. Или поставьте на отдельную клавишу, как я. И начинаем. Коррозию я еще не вляпался, хоть и лечу за ним. Можно лететь на катере и снимать ему щиты тараном даже, кстати. Да, сами щиты оденьте. Чтобы было попроще. И да, он вызывает подмогу в виде торгоидов-разведчиков.
Но, как видите, они пока по нам не стреляют. Вот теперь стреляют. Все. С Таргоидом мы разобрались. И получаем 25 миллионов. Только засчитываются 40. Ну, фронтиры еще не починили, видимо. Теперь самое веселое. Сигнал тот жил вроде 15 или 16 минут. Мы можем сделать релог. Точно так же, как с высокоуровневыми сигналами. Релог на рабочий стол, возвращаемся в игру, заходим, выходим в гиперкруиз, выбираем этот же сигнал, рядом с которым мы находимся, и продолжаем. И вот так 40 лямов мы будем получать каждый раз, пока не закроется сигнал. Сразу же прогружаемся, обратите внимание на время, там его было видно. Выходим в гиперкруиз. Специально показываю, чтобы потом не было то, что я там что-то приврал. По тормозам. Заходим. Неопознанный источник сигнала. Разворачиваемся. Правда, желательно отлететь сначала хоть на какое-то расстояние, чтобы нормально развернуться, но я думаю, так тоже получится. Нечеловеческий источник сигнала. Сразу летим туда. Пожалуйста. И да. Вы можете подождать какое-то время, чтобы щиты у Таргоида спали сами. Но сколько времени он будет здесь, прежде чем улетит, я не знаю. Видите, они падают. Начинаем то же самое. Пожалуйста. Повторяем, пока у нас сигнал не перестанет жить. Еще 40 лямов. И да, никаких премиум снарядов тут не было. Это не только легкие деньги, хорошо, относительно легкие деньги, так это еще и БГС с Таргоидами, где вы помогаете человечеству в борьбе с Таргоидским вторжением. Как по мне, это очень приятное и выгодно, за исключением одного момента. Это поиск таких сигналов. Если у вас корабль без инженеров и летит, скажем, меньше 450 метров в секунду, но вас перехватывают Таргоиды, не забывайте то, что вы можете кинуть теплоотвод и улететь в сторону, они потеряют вас из виду. По крайней мере, мне так удавалось уходить от таргов на исследовательской Анаконде. Но это скорее везение. Но она и летела, извините меня, 160 метров в секунду или 170. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист, конечно же, по элиточке, где уже свыше 1000 видео по данной игре. Со временем, конечно, видосов будет больше, потому что контент тут как-никак да появляется. Также, для вашего удобства, если вас что-то интересует по данной игре и вам лень искать среди 1000 видео что-то конкретное, просто напишите это в поиске на канале. Либо
плейлисты, которых 20-25 штук. Там и обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи и так далее, и так далее, и так далее, и новые плейлисты. Лор и сюжет в Elite Dangerous и против всех, что-то вроде элитного обзора корабля, где он с инженерами тестируется не против NPC, а против игроков. Также ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа в ВК, Discord-сервер и Telegram-канал. Если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, то все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.